Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет на кухне эксперимент. Последнее время я очень недовольна сметаной. Сметана какая-то жидкая, бывает даже как будто порошковая, поэтому мы решили провести вот такое вот сравнение. Мы взяли 4 вида сметаны, самых популярных марок, которые есть в нашем магазине. Все свежие, вся сметана 15%. Кстати, напишите в комментариях, какую сметану вы предпочитаете. Потому что очень часто нам пишут зрители, что вот эту сметану не берите, вообще там молока нет. Вот эту сметану не берите, она невкусная. Просто интересно, какой же сметаной пользуетесь вы. Ну вот смотрим. Она даже на вид уже очень разная. К сожалению, я не знаю, передает ли камера, но вот домик в деревне, она какая-то более желтая сметана, а вида белее намного. А вот вкуснотеева, она уже сметана какая-то сразу неоднородная. Ну, Простоквашино, кажется, что обычная сметана. Пробуем. Эксперимент первый. Понятно, что в сметану можно добавить разные загустители. Чаще всего это крахмал. Ну, из школьного курса, ну, посмотрите, это совсем другая консистенция. Из школьного курса мы знаем, что крахмал можно определить йодом. Вот какая сметана. Это у нас что, вкуснотеева. Вот я говорю, она сразу как будто неоднородная. Поэтому мы возьмем просто понемножку сметаны и добавим сюда йод. Есть у меня еще дома сметана белорусская, славянские традиции, но она 20%. Мы ее возьмем только для того, видите, остатки, только для того, чтобы определить, вернее, продемонстрировать, как же ведет себя йод с крахмалом. Вот я возьму немножечко и подмешаю сюда крахмал. Специально, так, чтобы нигде не насыпать. Перемешаем это дело. Это у нас будет такая контрольная группа. И вот теперь по капле, где-то побольше, добавим йод в сметану. Перемешаем сначала здесь. Вот, видите, йод сразу меняет свой цвет. Он становится такой синюшный. Мы здесь насыпали крахмал и убедились, что он есть. Следующий йод. Следующая сметана. Но пока я не вижу никаких изменений. А вот тут, по-моему, уже есть легкий такой вот синюшный оттенок. Сейчас она еще постоит, посмотрим. Может, мне показалось. Хотя нет, не показалось, друзья. Кто это у нас? Авида. Цвет меняется. Крахмальчик есть. А здесь вот даже, посмотрите, даже йод какой-то неоднородный получается. Странно. Видна структура неоднородная. Домик в деревне, ну вот совсем нет крахмала. Все остальное немножечко так уже вызывает у меня сомнения. Интересно, девки пляшут. И у нас еще что-то Простоквашино. После твоих экспериментов сметану есть перестанешь. Да не говори. Нет, вот Простоквашино вроде ничего. Сейчас возьму, так перемешаю. Это так неудобно. Нет, ну не видно тут никаких вот таких изменений. Йод отчаянно сохраняет свой цвет, а вот здесь изменения все-таки есть. Может быть немного, может быть какие-то продукты, содержащие крахмал, там добавлены. Ну, Авида, что-то я прям в шоке. Меняет цвет. Ну, видно, да, друзья? Видно вам? Конечно, здесь мы здесь сметану крахмала добавили очень много. О, у нас опять вертолетчики летят теперь на сметану. Но вот невозможно работать, никакой возможности нет. Вот больше всего по консистенции мне нравится Авида. Она какая-то, кажется, вот прям сливочная, гладкая, однородная. Меньше всего мне нравится вкуснотеева. Если, ну, не знаю, вам видно или нет, но мне кажется, если вот присмотреться, то видно даже небольшие, вот так вот видно, вон видите, как крупинки. Ну, в общем, по поводу крахмала утверждать, конечно, не берусь, такой вот сомнительный результат, не такой явный, но, тем не менее, что-то там точно есть, потому что вот если в Простоквашино и в домике в деревне вот такой вот явный йод остался, то здесь он какой-то вот, ну,
Ну, вот мне кажется, посинел однозначно. Итак, друзья, дальше, следующим этапом. Я сейчас хочу взять всю сметану из емкости из этой, отправить ее на марлю и отвесить. Мне интересно, сколько останется сыворотки, потому что сметана очень отличается по консистенции. Мне кажется, это какой-то неправильный вариант, когда и такая сметана, и такая, и вся прям 15%. Что-то тут какой-то подвох. Оставлю на 5 часов, просто потому что у меня столько сейчас времени есть. Можно было поставить на ночь, но вчера мне сил снимать уже не было. И вот таким образом оставлю, и пусть сыворотка стекает. Посмотрим, что останется в итоге. Граммовка есть на каждой банке, поэтому мы оставляем уже потом и, ну, скажем, как в биологии раньше говорили в институте, массу сухого вещества взвесим. Конечно, это будет не совсем сухое вещество, но, по крайней мере, то, что осталось. Но, посмотрите, капает домик в деревне достаточно активно, сыворотка отделяется. Мы всю сметану будем ставить вот на такую конструкцию. Ну, чтобы, друзья мои, пока Саша сделал мне вот такую вот штуку, чтобы она стекала сметана. Эта сметана очень активно стекает, и мне кажется, за 5 часов может ничего уже не остаться. Вот так вот это все будет. Пусть стоит прямо на кухне, потому что в холодильнике, в холоде сметана загустевает, а в тепле она становится более жидкая. Ну и посмотрим, что получится в итоге. Марлю я сделала в 3 слоя. Марля чистая, но я ее все равно еще постирала, потому что какие-то, ну, такие посторонние запахи присутствовали. Пока формировали вот такие штуки, посмотрите, домик в деревне уже сколько скапало, посмотрите. Мне кажется, это реальный победитель, это заявка на победу, друзья. Но мне стало интересно, как ведет себя сметана Вкуснотеева. Посмотрите, какие вот здесь вот потеки. Такое впечатление, что вместо сыворотки стекает даже сметана. Интересно. Авида пока немножко. Ну и так, точно так же активно простоквашино капает. Все, друзья, вернемся через 5 часов, посмотрим, что получится. Останется ли сметана у нас в марле. Время вышло, смотрим, что получилось. Ну, я расставила визуально, как мне кажется, от самого маленького веса до самого большого. Домик в деревне. Ну, смотрим, что получилось. Да, сыворотки достаточно много получилось. Весы. Сейчас давайте, чтобы вам было видно. Я вот так вот поубираю. Тарелка весит 190 грамм. Ну, я ее тоже обнулю. И теперь отправим сюда всю сметану. Вот так вот она отлично отделяется. Прекрасно. И у нас вес 125 граммов из 300 заявленных на банке. Ну, где-то 170, ну, может быть, 150 граммов сыворотки выделилось. Я все-таки еще на какие-то потери, где-то что-то, может, осталось на марле. Думаю, ну, 150 граммов сыворотки. В принципе, это, конечно, многовато. Но зато посмотрите, какая плотная получилась сметана. Это практически уже как творожный сыр. Если ночь, наверное, постояла, было бы вообще круто. Да, сметана выделяет сыворотку. Ну, должна ли так много? Я, честно говоря, не знаю. Пишите в комментариях, если у вас есть опыт работы на производстве молочном, сколько должна по ГОСТу выделять сыворотки вот сметана за такой короткий период. Но мне, конечно, кажется, что это много, чересчур много. Это больше половины сыворотки выделилось, друзья. Это что-то как-то перебор. Дальше у нас идет сметана простоквашино. Сыворотки тоже много. Ну вот сейчас посмотрим, сколько осталось сметаны. Опс. Сметана осталось 144 грамма. Ну, это уже побольше. Мне кажется, вот это должно быть более-менее нормально. Причем сметана тоже густая получилась. Консистенция, ну, примерно такая же. Да, вы знаете, консистенция примерно одинаковая. Но сметаны, тем не менее, уже больше. 144 грамма. Прекрасно. Сметана Авида. Ну, посмотрите, уже в центре видно, что она еще жидкая. Она плохо отделяется. Странно, почему. Всего осталось тут сметаны. Я даже не смогу ее вот так, наверное. Нет, получилось. Но все равно. Вот она, жиденькая сметанка. Сколько там граммов? 161 грамм. И вот такая вот она совсем жидкая внутри. Я не знаю, почему так происходит.
Мне кажется, она должна все-таки была как-то отделяться. Это уже мне не очень нравится на самом деле. Но вот этот вариант с вкуснотеева, мне кажется, вообще странный. На самом деле к этой сметане я подходила 10 раз. И вот обратите внимание, сколько там сыворотки. Ее практически нет. Очень мало. Я бы, с одной стороны, может, обрадовалась, сказала бы, какая хорошая сметана, но я сильно сомневаюсь. Мне кажется, в ней есть какой-то влагоудерживающий агент, который просто не позволяет жидкости стекать. Это плохо, мне не нравится такая сметана. И со сметаной, посмотрите, вот видите, она вообще не стекла совершенно за весь период. С этой сметаной мы уже второй раз сталкиваемся с какими-то негативными явлениями. Зимой мы взяли сметану, и она оказалась перемороженная. Ну, по крайней мере, нам так сказал технолог, я писала им. Она была вся крупинками, 25 даже, по-моему, мы брали процентную. Но в итоге она вся какая-то была ужасная. В итоге я вот отжала всю сметану, какую только смогла. И вот у нас получилось 183 грамма. Ну, вот такая вот она. Вот такая жидкая. Здесь заявлено 300 граммов тоже в банке. Честно говоря, я не знаю, куда делась вся сметана за минусом вот этой чайной ложки и вот этой вот сыворотки. Где еще 100 граммов? Ну, наверное, испарились. Вот такой вот эксперимент, друзья. Что я хотела узнать этим экспериментом? Я хотела понять, насколько жидкая на самом деле сметана, сколько сыворотки. Ну, я понимаю, что сыворотка не вода, это, конечно, совсем другое, но тем не менее у нас сыворотка стоит 20 рублей литр, у нас вода дороже продается в магазине. Поэтому я считаю, что по сути, покупая сметану, в которой очень много сыворотки, которая отделяется, мы покупаем воду по цене сметаны. Я довольна сметаной, вот, скажем так, домик в деревне и Простоквашино, то есть как она отделилась, сыворотка, она действительно похожа на сметану. Единственное, что мне вот теперь везде, здесь тоже какие-то крупинки мерещатся, ну, может быть и нет, может я ошибаюсь. А вот сметана Авида, она какая-то вот чересчур прям вот гладенькая, какая-то вот прям она чересчур идеальная. Такой сметаны не бывает в жизни. Я еще 100 лет назад из домашней сметаны уже делала крем. То есть мы его тоже подвешивали, он немножко отцеживалось вот это. Но там, конечно, оставалась масса, мама дорогая. Здесь, что-то немножко не так. Но там жирность другая. Я могу на это как бы сделать такую вот скидку. Но вот это вот для меня вообще какое-то безобразие. Мне кажется, здесь что-то добавлено точно, что держит влагу. И благодаря чему сыворотка не отделяется вообще от слова совсем. При этом сметана-то сама жиденькая. То есть не сказать, что она прям какая-то это. Мне вот эта сметана точно не нравится. Авида под вопросом. Не могу понять, почему она так плохо отделилась. С чем это может быть связано, напишите в комментариях. А вот домик в деревне и Простоквашино, если их выбирать между ними, то я, конечно, бы выбрала Простоквашино, потому что масса все-таки больше. Сметаны я куплю больше. Вот, друзья, такой эксперимент. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат и что вы вообще про это безобразие думаете. Все, а с вами прощаюсь. С вами я, Валерия. Пока.